Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия и Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, в шапке профиля под этим видео, найти Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал Аграфена Таро. А сегодня у меня гадание с 11 по 17 сентября по знакам зодиака на влияние астрологических сил, высших аспектов и также первая половина — это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Напоминаю, что каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Мы подчинены его ритму вот на таком самом понятном, ярком уровне. Также астрологические аспекты влияют на наши эмоции, внешние события, наши умственные какие-то мысли, поступки и окружающих людей. Итак, что несет эта неделя рыбам? С чем входит рыба? Туз Пентаклей, удивительная карта. Результат. Вы ощутили результат. Подошли к тому, что у вас все есть. Вы очень стабильно, твердо стоите на ногах. Также у вас в руках какая-то крупная очень рыба. Прибыль, деньги, недвижимость, приобретение. Вы очень опираетесь на вот эту очень серьезную, очень мощную карту. Королева мечей — это ваши финансовые вопросы, ваша сфера ваших финансовых интересов, где вы получаете некую информацию, проверяете ее. Также влияние королевы мечей, которое, возможно, что вам придется заплатить какие-то деньги. Это какая-то жесткая проверка всегда, это какая-то с мечом иногда что-то вам придется, возможно, это и налоги. Также, если вы работаете или прием на работу, речь идет о том, что вам урезают что-то вообще-то по этой карте. Королева мечей, она с критикой такая, да, с проверкой. По социальному окружению у вас идет справедливость, то есть вы находитесь в разумных, спокойных отношениях с окружающими, у вас с ними некие договоренности, в которых такое вот спокойствие и равновесие, да, где на договорных началах вы с ними какие-то, у вас между ними есть какие-то правила, они действуют, то есть самая спокойная, разумная карта. Ты мне, я тебе, да, получение неких документов, распоряжений, официальных бумаг. Хорошая карта для того, чтобы решить какие-то дела в юридическом смысле, в казенных домах. То есть все у вас получится. По здоровью шестерка жезлов перевернута. Речь идет о ваших каких-то задержках, проблемы с суставами, с органами движениями. То есть это нижние пальцы, щиколотки, жезлы. Это легкая такая стадия. Также это, с другой стороны, это не развивается некий какой-то процесс. Если он болезненный, то это только на руку, да, то есть что-то вас мешает вам, но вы быстро это преодолеете, это в смысле простуда, какие-то боли в суставах, какой-то легкий вывих. По состоянию здоровья, личной жизни. Интересная карта шут. Шут в личной жизни — это всегда приключение, всегда что-то интересное. И кому-то это знакомство с необычным человеком. Шут — это не обязательно напрямую шут. Это может быть и актер. Да, это может быть человек вообще не из вашего окружения. Также человек, который поражает ваше воображение совершенно из другого какого-то мира, круга. Также это в существующих отношениях перезагрузка, где вы смотрите друг на друга по-другому. У вас какие-то неожиданные развороты. Вообще шут хорошая карта, особенно для одиноких. Вот. Приключения, интересные люди вам обеспечены, знакомства. Одна из карт беременности, кстати, неожиданных. Восьмерка жезлов перевернута под конец. Вот у рыб как-то нет стремления на этой неделе
особенно в конце, куда-то ехать, к чему-то стремиться. То есть так, залегла на дно. Очень, кстати, рыбья карта, рыба нас любит. Вот так вот где-то на волну какую-то залечь. Также что-то вам мешает. Это может быть и внутреннее состояние, что-то двигаться, что-то добиваться, куда-то бежать. Отказ от движения, отказ от решений каких-то вопросов. Ну, это выходные. Также вам может помешать какое-то болезненное состояние, легкое такое, да, что не ехать куда-то, потому что что-то крутит и болит. Так бывает. Овны. Что овны на этой неделе? Веселые, игривые, наслаждаются жизнью, хлопочут с детьми, предаются радостям жизни, творят. Легкая карта радости бытия. Вот на таком уровне, без каких-либо, без напряга, без каких-то упоров, да, на цель, там, без натуги. По работе Луна перевернута. Прояснятся какие-то мутные, сложные обстоятельства, которые вас тяготили последнее время. Выйдет наружу какая-то нужная вам информация. Также, если вы не могли разрешить свои вопросы с работодателем или с тем вложениями какими-то, это любая денежная сфера, даже если вы не работаете и не учитесь, это по перевернутой Луне всплывет все, что надо вам, как вам надо действовать. Карта, говорится, ясность наступит, очень хорошо. Окружение, социум. Карта давних порванных связей. Эти связи вы ощутите, Овны ощутят, что давно уже вас ничего не связывает с этими людьми, говорится, и дальше ничего не будет связывать. Также известие о какой-то тяжелой болезни родственника. Вот еще такое может. Ваше здоровье. Десятка кубков перевернута. Ощущение некой усталости, где вам захочется отдохнуть от бурной жизни. Это скорее карта эмоционального спада. На физическом здоровье чаще она никак не складывается. Может быть сонливость, вялость. По сути, это больше на эмоции. Одна из хороших карт для здоровья в данном случае так вот. Эмоциональный спад, не более того. По личной жизни, девятка жезлов перевернута. Вам что-то надо решать, вы чувствуете, что вы чем-то недовольны, но вот вам для этого надо подниматься, что-то делать, а вы не хотите. У вас нет решимости, нет сил под это, нет интереса. С кем там разбираться. И под конец недели вас попытаются сбыть толку, какие-то ложные сведения, люди с какими-то, которые вводят вас в заблуждение. Не доверяйте всякого рода известиям, посредникам, искаженные какие-то сведения. Вам что-то такое на хвосте принесла сорока, да, не то. Что-то там ошибка вкралась в это все. По тельцам. Так, Тельцы устали и перепуганы. То есть им кажется, что какие-то страшные препятствия перед ними. Также это может касаться вашего здоровья, но это как бы больше внутреннее состояние, чем внешние реальные проблемы. Вот что-то телец загрустил, пошли все нафиг. Так, работа легла. Работа, денежный вопрос. Почему-то легла, возможно, вы ее забросили, либо забросили по той причине, что вы болеете. Что-то поломалось. Социум, раздражение, унылый социум, который вам страшно не нравится, ваше окружение, не интересен вас. Вы бы хотели от него вообще отойти. Эти люди вас расстраивают, огорчают. И по состоянию здоровья нет такого, что там что-то очень плохо, но однако это по перевернутой силе вялость, слабость, хочется полежать, поспать. В общем, не до разборов каких-то, вот нет сил под решение насущных вопросов. Они встали, да. Что тут сказать, значит, поломка. Тут люди, которые вам, они давно у вас, по тройке мечей, вы давно уже это отношение чувствуете какое-то, которое вам неприятно, скажем так, обидно. Зато в личной жизни приятное известие, подарок, хлопоты, молодой поклонник, это причем и мужчинам, и женщинам, знакомство с молодым, с молодой, финансовая стабильность, совместные планы,
билеты, все, встречи для тех, кто на расстоянии, да, для тех, кто в семейной жизни уже это, кстати, может касаться детских хлопот с детьми. Одним словом, тут любовная любовь. Прекрасно. Так, и повешенный. Что-то подвисла ситуация, вы запутались, и еще по этой карте вот куча вот этих мечей, то есть, видимо, вы не знаете, за что вам хвататься в первую очередь, поскольку подвисание скорее из-за отсутствия вашей такой внутренней энергии, внутреннего мотора. Вы зависли в бездеянии, бездеятельности, скажем так. Не хотите это все решать, оно как-то там вас беспокоит, но не сильно, да? У вас очень хорошая карта в личной жизни. Так, близнецы. Близнецы, близнецовые. Ой, что-то такое ворвалось, да, транзит идет от Тельца, какие-то страхи, какие-то сомнения, опасности, скорее мнимые внутри вас, чем реальные снаружи, да, то есть обстоятельства, которые вас пугают больше, чем они есть. Что ж такое? Наш телец, близнец не из пугливых. Однако, смотрите, на работе колесо фортуны, везение, изменение в лучшую сторону. Вас ждет какая-то удача, которая, ну, скажем так, без вашего участия приходит, внешние события. Так, ваше социальное окружение, ваши друзья, близкие, поддержка, общие интересы, они прямо вам силы дают, у вас много с ними общего. Также, возможно, знаком... О, какой расклад, да, началось так не очень, с перепуга. Так, карта стабильного состояния, по сути, хотя вы можете почувствовать по тузу пентаклей, что вы много вложили в себя, много работали. Также это одна из карт материального успеха для людей, которые зарабатывают своим телом, модели, спортсмены, вот, актеры, кто-то, балерины. О, еще, в общем, карта засыпана деньгами. Чем эти деньги, ну, где-то, скажем так, халявные, я бы сказала. Это в личной жизни. Хотя, может, по этой карте вы надеялись на что-то большее. И, по сути, это все-таки обсуждаемая какая-то материальная прибыль в отношениях ваших. Может, и семейных, а может, и не семейных отношений. Вот, и она так немножко, да, задерживается. Подруга близкая, родственница, болтовня, веселье. В общем, у вас близнецам, как всегда, есть с кем провести время, поболтать, потереть. Пьянка, гулянка, и даже может замыслить какое-то выгодное дельце с дамочкой кубков, подругой, родственницей и так далее. Так, наши раки. О, раки, очень карта. Печали, прошлое вернулось опять, есть над чем попечалиться, а как же без этого, печалимся, вот оно снова, возвращение бывших, и бывшие не меняются, опять они вас печалят, и что это такое, вот, то есть еще 2 кубка полных, опять 25, ну что, по работе, такая рабочая неделя у раков, получение новых знаний, повышение квалификации, работа в команде, помощь от посредника. Даже если вы не работаете, не учитесь, отличная карта для того, чтобы какими-то новыми знаниями овладеть, в том числе вложить их в себя, какие-то курсы, ретриты и так далее. Да, что-то. Ой-ой-ой, что. Карта этим мигрирует, я смотрю, социальный круг. То есть проблемы с вашими родственниками, кто-то серьезно заболел, серьезная проблема, ну, может, потребует от вас помощи какой-то, волонтерство, да, прям что-то кому-то очень плохо. Состояние здоровья, ну, состояние здоровья, вялость. Давно чувствуете, что вам нужно весь организм проверить, поскольку вы давно забросили вопросы по вашему здоровью. Вялость, недостаток энергии,
Возможно, также какой-то старый хронический процесс идет, и он вас точит, и вы это чувствуете. Так, зато в личной жизни, ну все, раки пошли в бой. Раскидали всех, как говорится, на шматки, разборки, требования. В общем, очень большая, одиноким какая-то прям захочется какую-то активность проявить, показать себя, что вот я еще го-го Собственно говоря, пока от этой активности не ясен результат, но вы, если это в существующих отношениях, отстоите прям свое какое-то там, свои требования, чего вы там хотите. И Вестник Кубков под конец недели. Развлечения, приколы, отдых с детьми, хлопоты, веселье. В общем, рак очень сильно расслабится. Проведет конец недели, веселье и развлечения. По львам. Львы, 4 кубков. Львы проводят время, входят в неделю с людьми, которых давно знают, прекрасно знают. У вас очень много общего, поддержка. Вы уже, как говорится, знаете друг друга столько лет, и вам понимаете друг друга с полуслова. Это может быть и вот такая вот семейная обстановка, это и какая-то работа. Очень дружественные вокруг вас люди, общество. По работе, королева мечей. Ну, вам по работе очень много придется информации проверять. Возможно, также проверка придет к вам. Если это собеседование, оно будет очень строгое, то есть вас, как говорится, прошьют насквозь. Королева мечей видит со своим мечом, да, она очень хорошо видит, что, куда и чего. То есть тут придется вам выложить все как есть. Одним словом, структурирование, если у вас бизнес, проверка. Ну, все кажется в порядке, да, наведение порядка в ваших цифрах, доходах. Так, интересная карта. Социум, иерофант. Знакомство с иерофантом человека, который обладает особенной властью, знаниями, влиянием на общество. Также это, ну, можно сказать, родство с таким человеком, встреча с таким человеком, получение нужных знаний, нужной информации, поддержка. Поддержка в том числе и от сил иерофанта, это как ритуал, да, который проводит человека в новую осознанность, в новое представление в мире. Также посещение разного рода духовных каких-то учителей. Так, Вестник мечей. Болезни, которые быстро приходящие, какие-то спазмы, какие-то покалывания, то, что в болезни ветра у нас, да. Вестник мечей краткосрочные, но они могут быть очень болезненные, да, что-то и колет, и болит, да, и это может быть и вот чаще всего это всякие радикулиты, это то, что на сквозняках, да, после сквозняков происходит. Легкие, быстротекущие, не опасные. Ой-ой-ой. А что у нас в личной жизни? Судя по верховному жрецу, и вас приходят в личную жизнь какие-то странные, непонятные события в личной жизни. Какая-то ночь нам. Это может проявление какой-то негативной магии, потому что это черная карта. Также какая-то непонятная ссора может возникнуть, разборка, влияние рассоры, у кого-то влияние приворота, почувствуйте, что вот прям вы не управляете этой реальностью. Не знаю, одним словом, черная карта, будьте осторожны, да. Повешенный, разрыв, повешенный, перевернутый, какой-то разрыв, то, что давно висело, может быть, мешало льву его свободным каким-то взгляду на мир, все это теперь рвется, причем не без помощи со стороны. Возможно также, что иерофант это просто как элемент какого-то прозрения, что ли, что вам делать, да, с чем-то порвать, с темным прошлым. А с вами Аграфина, мой прогноз на неделю.
А все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео.